Троп, где человек встречается со своим начальником. Dark Romance, он не должен существовать в реальности. Люди 18-, Сумерки, Jinx, BG Alex, Boys Love. Это меня дико выбешивает. Привет, я Мила. Сегодня я прям долго тупила и перебирала темы, на которые можно поболтать. Сначала хотела записать что-то на тему, как рисовать свои лучшие работы, но это немного такое философское рассуждение, и я подумала, что навалю вам скуки. Так что решила навалить скуки как-нибудь в другой раз, а пока останется это темой в запасе. И вот смотрела я разные рисовательные ролики, сейчас что-то, что поможет мне лампочку идейную включить. И вот этот ролик сам меня нашел. Да, он снова в некотором роде про персонажей и тропы, но теперь в более узком ключе. В целом тут речь вообще идет про спорные тропы в спорных произведениях. И в реальном мире это все имеет негативный оттенок, так что мы будем разбираться, отделять ли вымышленный мир от реального и что такое романтизация. Готовы? Для начала немного про фон. Это заказ иллюстрации к прекрасному Dark Fantasy A Taste of Mortality. На эту иллюстрацию можно взглянуть у меня в телеге, ссылка будет в закрепе. Кроме него я там публикую и другие свои работы, сценарные черновики и так далее. И мы приступаем к основной теме ролика. Первые несколько комментариев я объединила названием «Маячный троп». Будет некоторая замена слов из-за ютуба, но думаю, суть вы поймете. Итак, кража челика, хождение по пятам и лично для меня троп, где человек встречается со своим начальником. Тут, как по мне, человек повесил на себя баф лично для меня, так что мне вообще не придраться, это мой антискилл, против которого у меня аргументов нет, но под комментарием разразился срач, потому что этот баф работает не против всех. Я не буду зачитывать дословно, так как уровень агрессии там у меня у самой вызывает агрессию, но суть такая. Один человек сказал, что вариант с начальником окей, потому что влюбляешься в того, в кого влюбляешься, и другого человека это поплавило, потому что за этой фразой он увидел оправдание всего остального, если оно стоит в одном ряду с любовью. И вот, кстати, на меня самой, то я не вижу связи между влюбляешься в того, в кого влюбляешься, и похищаешь того, кого похищаешь. Начнем с того, если это добровольные отношения, то их нельзя, на мой взгляд, ставить в один ряд с преступлением. И потом, в романтических историях такие неравные отношения развиваются по лучшему сценарию, что на уровне сказки в реальном мире. Ну, не знаю, давайте тогда Золушку отменим, потому что она на принца повелась, а не на садовника или конюха. Или принца сожжем, потому что он захарактерил несчастную девушку без средств к существованию. Он должен был дать ей работу в замке с полным соцпакетом, а не жениться на ней, да? Мафиози, Dark Romance, преступники, Ghost и Кёник из Call of Duty. Типа, чел, какого черта? О, это моя остановочка. Я люблю дарк-романы и ролики с Гоустом, Кёнигом, Гоустфейсом и другими персонажами в масках. И вот что-то я не поняла, почему авторы должны прекратить писать книги об этом или снимать какие-то смешные ролики с этими персонажами или флирт-ролики. По правде говоря, я немного подгораю, когда кто-то начинает наваливать про больных людей, что читают дарк-романы, потому что обычно там может присутствовать нездоровый вид отношений, серая мораль. И чтобы прям было ясно, что это за вид такой морали, например, как у Декстера, он серийный избавитель от жизни, но в его списке только плохие люди, которые воруют жизни у хороших. Тема суровая для ютуба, так что в ролике присутствует эзопов язык. Штука в том, что в подобных романах на первой странице пишут лист с предупреждением всего того, что может быть в книге, чтобы впечатлительные читатели или люди, которые пережили какую-то травму и имеют триггеры в определенных темах, не покупали эту книгу. Но некоторые все равно покупают, а потом снимают ролики, какое-то ужасное произведение, и автор ужасный, и все, кто это читают, тоже ужасные. Чел, нет. Это ты ужасен, потому что считаешь себя вправе шеймить кого-то за его вкусы.
Я вполне считаю окей критиковать стиль письма автора, если вы купили книгу, или плохо проработанных персонажей. Ну, в плане, исходя из нашего личного вкуса, на мой взгляд, стоит всегда бафать на себя по моему мнению и все похожие фразы, если образование не предполагает профессиональный анализ, но точно не обвинять людей за то, что они предпочитают читать о токсиках или мафии. К примеру, чтение про мафию не моя чашечка чая, и история, когда кто-то из персонажей принимает котиков. Я не знаю, это просто вот та тема, к которой я испытываю негативные эмоции в плохом смысле, но мне ни разу не приходило в голову считать себя выше кого-то или с более утонченным вкусом, когда человек упоминал, что ему нравится читать про мафию или создавать персонажей с зависимостями, с которыми они борются. Нам просто нравятся разные вещи, ни больше, ни меньше. Вот, собственно, комментарии, которые близок к моей позиции. Хождение по пятам и накладывание рук на шею. И еще травма, манипуляции и особенно Dark Romance в реальной жизни. Dark Romance создан для фантазии, он не должен существовать в реальности. Нормально любить Dark Romance в художественных историях и фантазиях, пока это не переносится в реальную жизнь, потому что иначе это уже реально очень плохо. И вот уже пример романтизации в реальной жизни. Один чел у меня в школе сказал, если бы кто-то меня преследовал, ходил по пятам, я бы влюбился, ну или влюбилась. Типа, что? И я, знаете ли, согласна с комментатором, потому что реально, типа, что? Чтобы вы знали, я настолько боюсь сталкеров, что буквально очень пытаюсь контролировать свою речь касательно точных локаций. С одной стороны, я нахожусь среди тех, кто считает, ой, да боже, кому я нужна? А с другой, ну, много не болтать, лишним все равно не будет. I'm in the closet. Oh, you're gay? That's cool. No, I'm not gay. No, it's alright, my cousin's gay. Если что, у меня никогда не было сталкера, ну, по крайней мере, который бы мне мешал жить, или бы я знала о нем. И вот даже несмотря на то, что в дарк-романах сталкеры это обычно мужики с модельной внешностью, у меня как-то не возникает мысли, что в реальности может быть так же. В реальности истории про это обычно более жестокие и прозаичные. То такие уникамы говном двери мажут, то создают фейковые аккаунты своей жертвы, чтобы репутацию ее портить, то создают картинки 18+, с лицом человека, на которого они охотятся. В общем, никаких тайных роз на окошке или оплаты защитной системы в дом. Где-то, наверное, лет 7 или 6 назад я была свидетелем, как сталкер отправлял в паблик одной художницы скрины или фотки 18+, куда фотошопил лицо этой художницы. Она прям выносила все это очень стойко и даже как-то шутила на этот счет, что казалось это просто каким-то тупым юмором со стороны, не знаю, дурачка. Но если взглянуть на это глобально, то это же была полная жесть и травля. Не знаю. Желаю всем таким дурачкам и дурочкам, кто буквально изводит человека, чтобы у вас жопа отсохла. Люди 18+, за которыми ходят по пятам одержимые взрослые мужчины, например, «Сумерки». Мне тут сложно откопать вторую точку зрения, так как самой бы кто объяснил. Но давайте опять же откинем реальную составляющую. К слову, «Сумерки» — это не тот вид вампиров, который мне нравится, так что настоятельно тут прошу не записывать меня в фанатки, которая что-то оправдывает. I know what you are. Say it out loud. Cringy. Если я не говорю «мне нравится» или «мне не нравится», то не надо домысливать за меня и приписывать мне выдуманные симпатии, потому что я стараюсь просто оставаться на нейтральной стороне и высказывать противоположную точку зрения, даже когда мое мнение с кем-то совпадает, потому что я не хочу, чтобы кто-то считал, кто смотрит мой ролик, что его осуждают за его вкусы. Это не так, так что можете смело ими делиться в комментариях. Дисклеймер такой вот внезапный в середине ролика. Вернемся к нашим Эдвардам. Простите. Во мне живет мерзкий персонаж, который, когда слышит «Сумерки», хочет сразу вставить что-то гаденькое и едкое. К их фанатам это не относится. Мы любим то, что мы любим, да? Все, простите, мне надо заткнуться. Как я могу заступиться за это произведение?
Штука в том, что с реальной точки зрения мы понимаем тут все очень буквально. Я в том числе. Я так делала у себя в комиксе, у меня есть упоминание в «Сумерек» в этом ключе. Вот у нас мужик, которому 117, и он прожил уже целый век, у него другие интересы, современники и все такое прочее. И существует такой герой в реале, со здоровой психикой он бы ни за что не пошел в школу. Чтобы что? Детей унижать своими знаниями. Все так. Но теперь давайте отбросим реальность и посмотрим на этот мир условно. Ему не 117, ему 17. Он ведет себя как подросток, но автор наделил его чертами такого себе умного подростка, не от мира сего, так что воспринимался он у фанатов как почти одногодка Беллы. Ей 16, ему 17. Я думаю, автору хотелось, чтобы он мог быть начитанным, образованным, еще и в творчестве разбираться. Вот она и добавила костыль по типу «да ему уже 100, вот поэтому он и жнец, и чтец, и на дуде игрец». А Белла вся такая старомодная, читает по своему желанию, гордость и предубеждение, поэтому она ему подходит. Делать просто двух подростков с приветом, такое себе. А вот если один типа в логике своей жизни, а другой с приветом, то вроде бы уже типа окей. Но в целом он же не ведет себя как взрослый мужчина, он ведет себя точно так же, как обычный парень лет 17-18. Я сейчас не обсуждаю токсичность их отношений, так как этого в комментарии нет, но чисто по возрасту. Мне кажется, смеяться над тем, что Эдвард старикан, который к школьнице подкатывает, норм, но не стоит к этому относиться как к чему-то действительно такому, потому что их отношения не похожи на отношения Гумберта и Лолиты. Следующую рубрику я назвала «Фразюльки от кринжульки». Dark Romance, типа «ты вообще о чем? Ты принадлежишь мне». И под этим комментарием человек ответил одновременно и в поддержку, и нет. Сейчас разберемся. Я обожаю Dark Romance, если он вымышленный, но в то же время это меня дико выбешивает. Предполагаю, что человека выбешивает нечто такое, что написано выше, а именно типа «ты принадлежишь мне». Это фраза клише дарк романтики, а-ля такая себе визитная карточка, как ухмыльнулся, зарычал. He growled, he snarled, he gasped, he groaned, he grunted, he bellowed, he whispered against her neck, he croaked, he choked, he growled again. И все такие вещи, которые хороши в книгах, но не слишком хороши в реале. Но человека, похоже, бесит это и в книгах, поэтому не до конца ясно, потому что, вот такие мужики в этих книгах. Раз они бесят, не надо про них читать, надо читать обычную романтику. Я бы даже сказала, эта фраза самая лайтовая. Что-то может встретиться. Из-за некоторых вещей я сама порой забрасываю чтение таких историй, но меня это касается разного рода 18+ сцен. Я сначала думаю, что вывезу, а потом начинаю читать и понимаю, что мне не нравится, и бросаю. Иногда возвращаюсь, потому что хочется узнать сюжет, иногда нет. Но чтобы прямо это выводило меня из себя, что какие-то сцены или фразы не подходят под мои предпочтения, не. Кстати, прикол такой был пару лет назад или год назад. У меня некоторые проблемы с хронологией бывают, если это происходило в последние 3 года. Могу путаться в показаниях. Дело как раз касалось этой фразы. В ТикТоке байкеры и парни в масках, как раз те самые ГОСТы и Кёниги, устроили войну друг с другом о том, кому принадлежит женское комьюнити, читающее дарк-романы. Кажется, байкеры выиграли, что ли, из-за своей многочисленности. Сейчас я полистала ТикТок, так они до сих пор это снимают. Маск-ток уже и не найти среди них. Но когда это началось, было забавно наблюдать. Скажу фразой Джоша из Lights Out. Было очень фетишно. И напоследок вот такой комментарий из рубрики «Вебтуны. Красные флаги». Джинкс. Boys Love. Это моя личная боль. Все же понимают, о чем речь, да? Это название вебтуна, который подпалил много жоп в сети, когда вышел. Я читала у этого автора Бежи Алекс. Я читала у этого автора Бежи Алекс, который был лично для меня прям на грани. Есть вопросики к нему, знаете ли, если мягко выражаться. Но мне понравилась рисовка, так что я, как те мышки, хавала и плакала.
Но Джинкс уже захавать не смогла, как бы не пыталась возвращаться к нему. Я помню, кажется, и в корейском фандоме тоже было не все гладко, потому что автор давала объяснение о присутствии нереального градуса жестокости 18+. Если кратко, кажется, она говорила что-то вроде ей нравится, когда сначала все очень плохо, а потом все очень хорошо у героев. И типа это очень хорошо воспринимается как долгожданная награда или что-то типа того. Но, к сожалению, сама я не выдержала огромное количество очень плохо на протяжении длительного времени, без вообще каких-либо крупиц хорошего. Ну или их для меня слишком мало было, не знаю. И вот это я мягко выражаюсь про все. Англоязычный фандом вообще сгорел дотла. Я еще тогда возмущение, кажется, на Тамблере читала. Эта манхва только вышла и сразу оказалась в центре скандала. Но рисовка, конечно, очень хороша, хотя дочитывать я ее не буду. Для романтики это перебор в моем понимании. Можете своим мнением поделиться о каких-то подобных проектах, которые выглядят для вас как красные флаги или наоборот, все их ругают, а вам кажется, что это несправедливо. К слову, любителей Джинкс я абсолютно не осуждаю. Мы любим то, что мы любим. Ну все, это прилипло ко мне. В общем, я выступаю за то, что не нужно кого-то шеймить за желание получить негативные эмоции или переживания в безопасной обстановке. Пока человек не вредит другому человеку морально или физически, а читает книги или смотрит фильмы, чтобы разбавить свою счастливую или не слишком веселую жизнь чем-то остреньким или страшным, это вообще не должно никого заботить. Ну, вот так. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал и не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть ваши интересы приносят вам радость. Папа. Hi gays, happy Pride Month! 9, 10, 11, 12. Ich bin Muskelkater, ich hab Muskeln, bam, bam. Da wo bei dir ein Gehirn ist, hab ich Muskelfasern. Holy Hydration. Nach dem Training, das ist geil. Noch mehr Hydration. Nach dem Training, das ist heiß.